Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, централизация области управления. В данной теме я показываю, каким образом область управления, причем любую область управления, которой вы занимаетесь, центрировать, например, в пространство управления, где центрирование означает это приближение к центру. Потому что когда человек управляет именно с точки зрения центра управления, то получается, что здесь идет более интенсивное управление, чем, например, на периферической оптике. Да? Поэтому понятие централизации имеет в виду в данном случае именно центрирование в самоуправляющей системе. То есть человек может, например, мыслить на периферии, какое-то делать управление внешнее, но при этом его интенсивность будет менее, может быть, эффективной, если само управление проходит на область информации, которая несколько дальше, скажем, чем для этого конкретного человека структура центра мира. И вот здесь еще централизация имеется в виду, что человек подводит управление к определенному центру. Фактически, если ввести управляющую цель в центр мира на информации, то цель реализовывается в любом случае. Здесь возникает уровень, когда прошлые события, будущее, текущее, они начинают интегрироваться в одной, например, точке оптического свечения. То есть проекции всех времен, систем проецируются в одну центральную область. Вот это и есть первый уровень централизации области управления. Есть еще создание свойств центральной области периферическому уровню управления. Например, вы управляете в какой-то области, где-то, например, здесь, на периферии, вот я прям показываю это место. Если центр здесь, конкретно палец, где практически свечение здесь. Окончание пальца, сразу начинается свечение, центральный уровень управления. Здесь, например, периферический уровень. Мы можем оформить периферический уровень тем, что мы переводим свойства центра на любую периферическую систему. Получается, что любую частную систему, и получается, что область имеет свойства центрального управления, то есть она совершается быстрее в вашем восприятии, но ваше восприятие переводит в центральную область, и получается тоже более активное управление. Есть в этом случае, так же, как делает Бог, центрирует любые явления по отношению к себе, это действие централизации, когда все явления реальности сходятся в единый центр. И если представить, что есть некие здания, такие кубатурные, квадратные какие-то системы, сферы, какие-то, например, углы, деревья, какие-то объекты информации. У них разные системы геометрические. И при централизации эти все системы сводятся в единый динамический центр. То есть нужно здесь иметь в виду, что это напоминает некую такую стягивающую воронку, в отличие от, некого вихря, объекты не разрушаются, но они должны так стягиваться, в единый центр, как некая мозаика, что каждое явление, каждый геометрический элемент, он соответствует конкретному месту. И если явления разные, то стянуть систему, а явления заведомо понятно, что разные в мире, стянуть может только как раз-таки именно человек. Потому что человек в своей системе управления, он находится вне фактически динамических геометрических объектов, то есть которые в пространстве имеют динамичное развитие, а централизация – это динамика. Человек попадает в структуру со своим телом именно проявление статики в этом мире, то есть он имеет надзорную, управляющую функцию. И здесь очень есть важный момент, когда мы
эту центруемую как бы область, да, область центрирования сложили все-таки в некую там поверхность, да, или там назовем там, например, также вот как бы мозаика, да, управление там некая такая. Вот это все сложилось в одно место, там какой-то листочек дерева, там в приложении там к части земли, там, например, там авторучка и так далее, и все пространство занято. Да? Вот мы имеем некую сфероидальную систему, где все явления сошлись. И в геометрии причем сошлись, например. Да? То есть мы создали какой-то элемент. Так вот, если мы начинаем этот элемент рассматривать в управлении, то мы тогда практически мгновенно, но мы видим скорость, правда, перехода, переходим на молекулярный, там, атомарный уровень. То есть вот когда мы центруем все явления реальности просто по геометрическому принципу, мы видим, как макросистема, там, макросфера переходит в микроуровень. То есть мы видим путь перехода. И тогда, вот, когда мы вот эту трассу этого пути видим, мы видим, что и как делает Бог для этого. То есть как Он воспринимает структуру с внутренней стороны, причем Он с внутренней стороны этой центрированной сферы, да, всех явлений реальности, так скажем, Он видит так же, как человек. Вот здесь очень важно, что если все явления реальности в такую сферу перевести и центрировать по отношению к некому свету, центральному, да, то свет излучается изнутри, светит на поверхность сферы, потому что сама сфера есть. То есть вот здесь возникает такое, ну, как бы сложно, может быть, зависимое явление, не потому что оно сложно осознается, там, а потому что именно оно сложное как бы в технологии само по себе. Понять это очень просто как раз-таки. Есть сфера, такая собранная из, как бы, из кусочков некой материи, вообще всей материи мира, так скажем, да, и внутри светит свет. И вот здесь мы начинаем видеть разницу между светом и материальным уровнем не в плане там принципиальной разницы, потому что любую систему можно тоже разбить на светосистемы, а именно что мы воспринимаем материально, да, и что является светом. То есть почему для нас эта часть материальная, а другая является светом. То есть если, в принципе, так вот подумать, почему мы сразу не смотрим в целом, например, там микромолекулярный уровень и какой-то световой уровень, и там, например, материальный уровень, да, точка зрения Бога. Для него же все явления одинаковые, реальности. Тогда получается, чтобы воспринять человека, он должен как бы самовоссоздать самого себя в сознании человека, он должен четко быть человеком для всех, да, получается. И исходя из этого, если даже явление световое, то присутствие Бога, там, например, там, действие Бога с каким-то световым действием, здесь получается, что человек воспринимает, например, вот эту внутреннюю поверхность сферы точно так же, как воспринимает, значит, Бог, раз Бог воспринимает как человек в этот момент, то видно, что восприятие Бога и рождает этот свет. То есть мы здесь четко дифференцируем, что вот здесь присутствует восприятие Бога, здесь Бог воспринимает. И вот получается, в отличие от того, что Бог там делает, дает и так далее, значит, здесь мы видим, что Он воспринимает. И понятно, что Бог воспринимает, но ведь есть такая точка зрения, что, значит, когда Бог воспринимает какие-то элементы реальности, Он, ну, как бы вот, восприняв, что-то дальше делает, там, дает, значит, например, добро, там, реализовывать желания или, наоборот, какие-то новые там технологии познания. Так вот, здесь получается, что сама структура восприятия, как бы свет, идущий на внутреннюю поверхность этой сферы, собранной из всех явлений реальности, и для Бога-то и создает эти элементы реальности. То есть, по большому счету, что человек воспринимает, то он и создает. Тогда возникает вопрос, ну, по аналогии с тем, как делает Бог, имеется в виду в данном случае. Тогда возникает вопрос, а
что вообще тогда до первичного элемента восприятия? То есть для Бога, что Он воспринял, то Он и создал, получается. Значит, тогда что до первичного элемента? До первичного элемента, получается, опять же, сам человек, да? То есть физическое тело человека. И, следовательно, чтобы все явления реальности сохранить как бы в жесткой системе, кстати, это очень мощная координатная система управления, потому что когда вы складываете все явления реальности в один центр, то есть центрируете, да, фактически, стягиваете в один центр, ну, усилием воли, берете там и начинаете стягивать, то здесь очень четко определена прогностическая картина любого элемента. И связи между ними устанавливаются очень конкретные. Например, тот же листочек дерева можно четко увидеть вплоть до времени, до места и так далее, где он начинает, там, например, желтеть, да, или наоборот становится там более зеленым и так далее. Значит, и получается, более зеленым там сначала он светло-зеленый, потом насыщается, становится более зеленым, то есть время, да, разное время, разная как бы некая реальность. И мы видим, как вокруг этой реальности нарастают объекты внешней среды. То есть, по большому счету, вот здесь как раз-таки вот эта вот картина мира очень четко видна. Вокруг каждого явления реальности нарастает вся структура мира. И это здесь очень просто в этом разобраться. Тогда получается, что мы можем, имея какой-то один объект реальности, ну, например, там, физическое тело человека, очень просто проследить все системы развития вокруг этого физического тела, вообще все реальности. И вот у Бога существует, ну, в общем-то, очень простое действие. Бог может действовать во всех системах реальности, и, в принципе, Он и действует. То есть Он создает как бы все системы реальности, Он их как бы одновременно выбирает для человека, с точки зрения логики человека, и при этом все явления реальности Он создает и фактически движется, получается, со своим сознанием во многих направлениях. Да? Значит, тогда возникает такой нюанс. А где вообще человеку вот выбрать, какой его личный путь? У человека система раскручивается как бы в одном направлении, да, в его личном. И получается, что вот когда много людей, да, фаза коллективного сознания, то это выраженное действие Бога. То есть чем больше людей, тем больше выражено действий и целей, задачи, и, в общем-то, истинная как бы миссия, да, Бога по отношению к человеку. Потому что тогда возникает много явлений для каждого индивидуально, но как бы индивидуальное явление каждого человека, оно для него неповторимо, там, является новым, и при этом это есть его собственный мир, который совершенно одинаков, что там все явления реальности, что его личное восприятие. Это как бы все для Бога одно и то же, следовательно, и для человека одно и то же. То есть, следовательно, вывод простой совершенно. Человек воспринимает свой собственный мир, там, один путь, по которому он идет, так же, как он воспринимает путь всех других людей. Да? Значит, получается, человек свой путь приравнивает к пути всех других, в общем-то, вместе взятых людей, даже так. Хотя и каждого отдельно он воспринимает так же. То есть получается, что у человека заложена вот эта система тоже, ну, собственно говоря, управления по равнозначности любого элемента реальности. И вот здесь возникает как раз-таки определенное совершенно четкое понятие именно с равнозначностью, его как бы глубинное или, скажем, управляющее понимание. Когда есть свет, например, да, то равнозначным явлением к этому является того, что, например, в каком-то месте свет отсутствует. Например, материальный объект, через который не проходит свет. Следовательно, для равнозначности явления реальности, унифицированности свойств реальности, возникло вот это вот существование там, плотной материи. Да? И когда мы начинаем, ну, с точки зрения там, социальных процессов рассуждать, переносить аналогию на какие-то социальные процессы, то есть
значит, какое-то движение, есть какое-то действие, а что является равнозначным? С точки зрения логики, равное значение целевое для человека имеет вся последовательность действий, то есть вот линейная задача, выполнение задачи, то есть равнозначным является выполнение некой задачи. Но для Бога, у кого начало и выполнение это одно и то же, да, задачей раскрытия мира как бы в пространственном временном измерении является передать знания. То есть Бог, в принципе, он отдельно пишет как бы историю, сценарий совершенного управления, также отдельно фактически пишет, да, так можно сказать, создает постановку цели. Потому что он все создает, ну, как бы на чистом листе всегда, да. И для него что создать исполнение цели, что создать там формировку цели, это одна и та же фактически работа. И получается, вот здесь вот возникает уже тогда следующий элемент. Вот именно центрирование вот этого вот изначального света, содержащего, например, принцип действия Бога, то есть создание всех элементов, это все равно, что человек сидит, если по аналогии действовать, и сам себе придумывает цель, сам же ее и выполняет. Да? И когда вы, например, приходите к этому, как, ну, в принципе, так часто и бывает в основном, значит, когда вы приходите к такому уровню управления, вы понимаете, что то, где вы находитесь, и то, чем вы сейчас располагаете, вы, в принципе, когда-то достаточно давно себе это уже прописали. В общем-то. И когда вы начинаете понимать, где вы это себе расписали, да, и зачем, возникает еще как бы третий уровень. Вообще изначально, зачем, например, именно так, да? То есть изначальный свет этого события. И вот здесь вот этот цвет, который я описал, центрированный свет создания всей системы, всей реальности, он начинает приобретать совершенно индивидуальные свойства. То есть вы начинаете понимать, что в принципе действительно это вот относится лично к вам, хотя свет всеобщий. То есть видно, что свет он просто всеобщий, но вы из него, видя свет, который фактически является общим для всех, вы видите его только лишь как свой. Таким образом, Бог обращается ко всем через свет. Это метод обращения, метод действия. Да? И проецирование на любой элемент реальности – это создание элементов реальности в совокупности. То есть человек видит как бы с внутренней сферы какой-то элемент, он видит, что этот элемент где-то существует, и получается, что исходя из этого, значит, мы имеем следующий статус события, так скажем. Человек, видящий свой собственный путь, путь других людей и внешнюю реальность, он уже контролирует так же, как, например, там, в определенных системах контролирует Бог, ну, множественный уровень, да? Разница только в том, что Бог контролирует самого себя полностью, да, свою собственную систему вас самого создания. Точно. Человек же должен гарантировать тогда, чтобы вообще как бы еще больше приблизиться к свету и к действию Бога, что он в основном контролирует себя. То есть вопрос всего лишь навсего отличия от Бога в данном случае только в том, что человек должен тогда как бы больше себя понимать и знать. И все. Если чем больше он себя понимает и знает, и больше контролирует, тем меньше у него отличий от действия Бога. Причем в контроле за макроуровнем, вообще за всеми системами реальности. Ведь вот эта вот проекционная, скажем, сфера, да, она же содержит не только там какие-то объекты, листья крупные, она содержит и молекулы, там, любую микросистему. И получается, что человек приходит к личности своей в плане именно светового уровня первичной реализации. То есть он начинает понимать свет, начинает понимать свое сознание, да? Начинает понимать свет собственного сознания. То есть, в принципе, он начинает понимать любой свет, любую оптику. А это вообще-то на самом деле мощнейшее ясновидение. И если, ну или там духовное видение, так скажем. Когда вы даже смотрите путь света от внутренней системы вот этой сферы к внутренней поверхности, где есть материальные уже объекты, да? Ну, то есть вот есть сфера, вокруг
мы так сделали модель, что вокруг материальны все объекты, а внутри светит свет, который фактически порождается, по сути, самой же сферой, если мы хотим автономно изучить систему. И тогда получается, что вот как только мы рассмотрели действие Бога внутри сферы, то движение света до внутренней поверхности сферы — это мощнейший уровень оздоровления человека. Потому что в этом случае его движение, ну, как бы с точки зрения сознания, это синхронизация со всей системой реальности. А вся система реальности, она четко ориентирована на вечное развитие. Значит, человек быстренько выздоравливает, да? Как только он начинает двигаться хотя бы синхронно, хотя бы увидеть этот свет ему достаточно, он уже оздоравливается. То есть в данном случае действие Бога проявлено именно во всеобщем, там, быстром, в том числе частном знании. И при сложных процессах, чем больше он двигается по этому свету, тем быстрее он восстанавливается. То здесь надо как бы уметь держать длину пути. И при приближении в какой-то элемент реальности лучше приближаться к самому себе. Это будет технология именно оздоровления. А вот с точки зрения именно макроспасения, здесь любое действие уже макроспасение, потому что вы находитесь в сфере макроуправления. То есть здесь заведомо макроспасение обусловлено вашей точкой зрения, вашей внешней позиции. И тогда получается, что когда вы хотите понять какую-то структуру, ну, в глубине, там, именно в исконном смысле, что ли, для вас, здесь нужно понять внутренние связи системы. То есть каким образом один элемент связан с другим, ну, например, там, один материк, да, одна координатная система, условная величина, придуманная людьми, и так далее, и так далее. И когда вы видите, что разум человека, например, там, придумывает координатные системы, какие-то способы перемещения, то есть, ну, начинает идти развитие каких-либо там новых, сверхновых технологий, то здесь видно, что в этой системе видна уже следующая сфера, что будет вообще, как эта мозаика мира, да, будет центрирована в следующий момент, там, секунду, месяц, год, миллион лет вперед. И разница между текущей, да, как бы мозаикой, так скажем, текущей конструкции и, например, там, на миллион лет вперед только лишь в том, что мы можем видеть деяния Бога и человека. То есть мы можем увидеть, каким образом свобода воли человека реализовывает там его личные конструкции. То есть свет, вот который я показал изначально, идущий на все явления мира фактически, да, и находящийся в них же, почему я говорю, он как бы самовоспроизводится реально. И свет, идущий к человеку уже в бесконечном развитии, это тот уровень, когда человек имеет фактически, по сути, это уже следующий, ну как бы свет жизни фактически, то есть он уже имеет следующее развитие, которое называется именно светом жизни. То есть развивающийся свет — это уже жизнь, любое развитие — это уже жизнь. И таким образом видно, как создается жизнь человека. А когда вы начинаете видеть, как создается жизнь человека, в виде, ну, даже причем это оптическое, вот я показываю рукой, это конкретно в этом месте есть, значит, оптическая ось, она серебристая, такого золотистого даже цвета. И когда вы начинаете видеть, что есть жизнь, да, в вашем восприятии, то вы, значит, управляете жизнью. А когда вы начинаете это понимать, соответственно, вы, ну, можете жить вечно, потому что управление — это и есть там реальная жизнь. Поэтому я и показал здесь именно, значит, центрирование, то есть источник света из центра, как бы, да, всех явлений, чтобы показать, что центром-то всех явлений, как только мы удаляемся от этого понятия дальше в развитии, это и есть жизнь. То есть фактически я показываю структуру развития из самой жизни. Значит, ну, все можно отнести к явлениям там развития жизни, в данном случае я имею в виду жизнь человека. И вот когда мы начинаем вот это явление, ну, как бы центрировать, понимать, определять, то в центре всех явлений реальности
находится жизнь человека, потому что Бог также человек, и Он создал жизнь, да, самому себе, получается. И когда вы начинаете смотреть за этим элементом управления, то есть чтобы сделать управление над уровнем там, развития жизни, нужно выйти в какую-то следующую среду, да? Но Бог всегда выходит только в жизнь. И получается, что для Него центрирование системы, да, в данном случае, еще и в том, что ну, если есть там какая-то среда там, воздушная, можно выйти там, в более плотную или наоборот, да? Значит, но надзор, как бы внешнее управление над какой-то средой иногда предполагает наличие других свойств среды. Например, чтобы контролировать воздух, надо выйти на твердую фазу там, или в какой-то другой газ, да? Но как бы свойства другие. А вот у человека, по аналогии с Богом, он может выйти в структуру только следующей системы, которая также относится к системе жизни. То есть Бог может выйти только в жизнь, поэтому у него способ выхода другой. То есть он как бы работает все время в одной и той же среде. И получается, что вот эта вот среда, там, фактически, она практически такова, что он, значит, как-то особенно там передвигается, да, Бог, получается, своим сознанием. То есть как бы он ни двигался, хотя, понятно, он создал все явления реальности, но если с точки зрения логики человека, он должен каким-то образом двигаться по какому-то как бы особенному маршруту, чтобы постоянно находиться в одной и той же области, еще ее же умудряться контролировать, да? Это все равно, что если там есть, ну, некий космический спутник, который значит, требует контроля за счет перемещения людей внутри, там автономная система, то они, значит, могут, в принципе, за счет перемещения каких-то там внутренних как-то влиять на сам спутник, да? Значит, или там космический корабль как-то управляем изнутри, но это управление будет достаточно локальным. Значит, как вот управлять в целом этим кораблем, да? Нужно какое-то внешнее управление. Так вот, переход на внешнее управление, которое находится опять в структуре жизни и не выходит за пределы жизни, это и есть структура динамики развития Бога фактически в сознании людей. То есть человек воспринимает структуру, ну, в общем-то, получается достаточно центрированно. То есть там получается, что он как бы имеет управление такое, что именно центр, что ли, сознания, там, светооптика сознания вот его человека, она распространяется практически одновременно ко всем структурам реальности. То есть если человек смотрит на самого себя там, изнутри, да, то у него получается, что вот именно оптический как бы, уровень реализации света, так же как у Бога, происходит действие, он таков, что в принципе человек дает все время вот это вот однотипное свечение на все структуры своих как бы, систем материальных. То есть он по сути все время как бы постоянно где-то там внутри себя светится. Ну, по аналогии с тем, как устроен внешний мир, так устроен, да, и человек. И, следовательно, все явления реальности проецируются на физическое тело человека, по аналогии. То есть вот конвертация, переход через структуру непрерывной жизни, значит, получился сам человек. Значит, форма человека, да, его действия, это и есть, по сути, это свет непрерывной жизни. И через сознание, когда человек воспринял это правильно, то есть это логически, как вот, например, там я показал определенную логическую модель, и любой человек может там какую-то модель свою рассмотреть в этом аспекте. В данном случае я предложил модель, которая работает именно в плане макроспасения, поэтому данная вот эта вот модельная структура, она центрирована на макроспасение. То есть я еще центрирую по понятиям, да, в данном случае. И это позволяет делать управление, которое фактически, значит, имея многие области централизации, включая как бы внутренний свет, да, идущий на внутренние органы и системы, значит,
уже аккумулировать область управления с точки зрения там, прогностических отдаленных событий таким образом, что вы имеете в виду, если управляете, ну, например, там такой смысл, что если делать много централизации, по многим областям концентрировать энергию, да, концентрировать информацию, ведь чем больше мы сконцентрируем информацию, управление тем будет более эффективным. Если мы центрируем периферическую систему, центральную, покажем, как переходит свет жизни через, например, бесконечное развитие, мы увеличим фактически вес управления, да, в оптике будущего. И управление тогда в любом случае, вот именно само управление процессом обязательно реализуется. То есть получается, что чтобы обязательно произошла реализация по цели управления, нам нужно явление, которое называется реализацией, то есть воплощением управления, то есть реализацией цели, чтобы оптика этого процесса была равна постановочной задаче. Ну, так же, как делает Бог, да, Он что ставит, что выполняет, это одно и то же. А чтобы было равенство, критерием равенства является опять жизнь. То есть человек должен создать жизнь фактически, да, в структуре будущего события. То есть здесь происходит центрирование системы по отношению к человеку. Вот он в центре, у него есть некие свойства, функции, он жив и может жить вечно, то есть он вечно изначально жив, но при этом он например, может это еще и освоить, так скажем. И получается, что когда дальнейшая система развития, вот конвертация, некое там преобразование через структуру жизни переходит дальше в управление, то здесь получается вот именно образование, то есть развитие систем жизни в будущем, это есть тот уровень, который в любом случае реализует ваше управление. Логически это опять понятно, потому что человек, живущий вечно, он все равно добьется какой-то конкретно одной цели там, или всех целей. То есть логически это опять, то есть мы переходим от света уровня от духовного управления опять к логике в данном случае. И показываем, что логическая модель, она достаточно замкнута, то есть она дает сопоставимый уровень, оказывается, управления. То есть можно было особо долго не рассуждать, логически так продумать, и так бы и получилось, что да, чтобы иметь точное управление, нужно иметь бесконечную жизнь. Но в данном случае же я показал через уровень тот, что Бог, Он не может там, вывалиться в какое-то там пространство вне жизни и начинать управлять, потому что куда бы он ни вываливался, у него везде будет жизнь. То есть любое его состояние можно назвать жизнью, именно в человеческом понимании, в физическом теле. И получается, что он умудряется делать управление все время через структуру жизни. Потому что с точки зрения антагонистических понятий, если нужно управлять некой с такой средой, как жизнь, должно быть третье состояние. У Бога как раз таки этого состояния нет, у него везде жизнь. И вот когда мы уже изучили системы этих переходов, оказалось, что это именно физическое тело человека, которое проецирует на себя все явления реальности. Следовательно, если вы из этого внутреннего света, да, начинаете смотреть на себя, то получается, что данный внутренний свет показывает, как устроено вообще явление реальности. То есть вам достаточно проследить начало внутреннего света в себе и как он вообще соприкасается с вашим телом. При этом лучше смотреть не изнутри, потому что надо присматриваться, как там он начинает возникать. И у многих просветленных людей начинает быть видно свечение извне, да? А это о чем говорит? Что они начинают показывать другим. То есть у них просвещение на таком уровне, что они начинают показывать другим, но это не обязательный элемент. Тем не менее, вот этот некий нимб, если человек хочет его организовать, он может для образовательной системы организовать такую систему познания, но тогда, в принципе, он должен, конечно, стараться научить других, хотя он может это сам тоже проявлять. Да? нимб может быть умозрительный, может быть просто обычный световой и так далее. Но есть определенный духовный, нимб, да? У любого человека есть вот это нимбовое свечение, то есть
ну, как бы свечение духа, которое познается в его теле, так скажем, да, в его действии. Вот в любом действии существует некая духовность, одухотворенность человека, да, тот или иной уровень духа. Значит, и любое действие подразумевает духовный аспект, то есть что находится в духовном статусе. И вот этот вот свет, который происходит больше как свет духовного плана, то есть, духовный путь, он может быть один, он охватывает все явления реальности, то есть в этом и есть соответствие тому, как делает Бог. Бог это охватывает и духовно, и, например, физически, а у человека духовный путь сопоставим с физическим уровнем Бога, ну, как бы компенсирует, да, охватывая все явления там, реальности физического типа в том числе. И получается, что это достаточно, в общем-то, мощная модель центрирования мира, где человек, который находится в центре, в данном случае уже тогда мира, когда он, например, эту сферу вот, всех явлений реальности воспринимает. И если мы возьмем и поставим человека в центре этой сферы, то свет ничем не изменится, который исходит из этой сферы. Более того, на отдаленном, вот человек начинает от центра отходить, как бы, да, от себя, где свечение идет, он воспринимает самого себя. То есть возврат к самому себе здесь единственный вариант развития. И получается, что он видит, например, да, человека, начинает отдаляться, как бы образ человека рассеется, но при этом он начинает четко фиксировать себя. Вот обратите внимание, такой очень своеобразный уровень управления получается. То есть достаточно отдалиться от любого другого человека, вы видите сразу себя. И, следовательно, по большому счету в этом мире существует, что, ну, так скажем, на информации, да, другой человек вы, то есть человек и вы, но в конечном итоге вы тоже человек. Значит, в данной системе, там, если очень быстро как бы, этот уровень начинать прорабатывать, вот эта оптика света у человека, она как бы прилипает к вам, вы осознаете, что вы человек. То есть осознание того, что вы человек, имеет не просто понятие слова, да, а из-за того, что информация, которая соотносится с человеком, она как бы характеризует общность. То есть вы понимаете, что вы человек, вот именно, вот, ну, скажем так, в общем, что ли, в фундаментальном божественном понимании, потому что, значит, в результате работы вы на себе как бы имеете ту же самую информацию, что тот человек, который в центре этого света. То есть вы работаете внутри себя, получается. То есть вы осознаете как такового человека, как только импульс света попадает на вас. Значит, и когда вы начинаете осознавать, ну, как бы человека в целом, да, как бы в фундаментальном развитии, то получается, что вот тогда какая разница вам, что осознавать Бога, что осознавать человека. Вот Бог тоже человек. Получается, для вас, в принципе, никакой разницы тогда уже нет вот в этой технологии. И осознавая по аналогии вот тогда Бога, вы за счет того, что при осознании Бога, значит, вы имеете опять бесконечную скорость как бы, вот, передачи информации, вы фактически осознаете его через образ человека. То есть вы видите, что образ Бога, он действительно такой, как бы в большом, глубоком понимании, потому что он осознается только через образ человека. Это вот очень тонкая грань, но она очень четко видна в управлении, потому что здесь вот как бы в дальнейшем будет видно, что через другой вариант пути здесь не существует реальных понятий осознания Бога, потому что здесь как бы получается, что там, в бесконечно удаленном будущем человек, он такой же, как сейчас. То есть есть просто общее понятие человека.
И получается, что когда вы начинаете видеть вот этот уровень перехода, то понятно, почему осознание Бога должно идти через человека, потому что человек — это жизнь, то есть жизнь — это человек, получается, вот такое как бы равенство возникает. И Бог тоже человек, действия Бога — это в том числе человеческие действия, да, и так далее. То есть начинает расширяться поле, где, ну, скажем так, некая конвертация понятий различных, да, приводит к тому, что из поля жизни уже никто не выходит, только уже потому, что они просто не могут оттуда выпасть никак, даже если они захотят. Ну, а в данном случае такой мысли даже не может быть. То есть, и поэтому, ну, например, там в цивилизации существует такой уровень, чтобы человек там жил вечно и не было у него желания что-то иное там иметь в виду, то вот в этой вот конструкции именно централизации разных систем в плане именно вечного развития, для вечного развития, возникает такая динамичная достаточно область информации, где любое действие еще только расширяет жизнь. То есть захотелось что-то сделать человеку, жизнь еще более мощной стала возле него, еще более увеличилась и так далее. Как только вы начинаете приходить к такому пониманию, в принципе, дальше можно мгновенно, там, например, восстанавливать, например, сердечно-сосудистую систему. Можно очень быстро там излечивать, ну, какие-то сложные, тяжелые, которые, может быть, назывались до этого момента, там, до познания такой технологии, неизлечимые, да, заболевания и так далее. Потому что как только человек начинает видеть, что он все время находится в жизни, и его вытолкнуть оттуда никак невозможно, то есть он находится фактически в центре мироздания, в центре мира, где жизнь — это, в принципе, и есть, по большому счету, вся реальность, да, для человека, то получается, что в этой позиции он попадает в очень укрепленную, в общем-то, точку зрения, которую нельзя сдвинуть никакими другими явлениями реальности. И он просто вечно живет, и все. Он осознает это. В определенный момент он это четко понимает, например, да, чувствует, знает. Но вот для доказательства того, что это действительно так есть, нужно, ну, там, практически это понятно, там, какие-то там годы жизни, десятилетия или там столетия, но вопрос ведь в том, что человек в каждый момент должен четко осознавать и понимать, что он живет вечно, пусть даже он там миллиард лет прожил или там 10 миллиардов. То есть вот эта вот стабилизация сознания на уровне однозначности технологий, то есть точная уверенность того, что в будущем это действительно так. То есть будущее еще, например, да, не совершилось, но человек точно знает, что он живет вечно. Вот он прожил там несколько миллиардов лет. А вот в следующую секунду, например, да, будет ли жить человек? Где гарантия, когда будущее еще, например, не произошло? Да? Получается, гарантией является то, что он должен управлять будущим так же, как, например, там, настоящим. Да? Более того, он должен управлять не просто там каким-то настоящим моментом. В настоящем он жив, значит, он должен управлять фактически жизнью, не какими-то там абстрактными явлениями реальности, а именно жизнью, да, собственной, например. Собственной жизнью в будущем, то есть в бесконечном развитии. Вот это уже, в принципе, понятнее. То есть здесь уже проще, как бы, потому что, выделяя структуру жизни, все остальное — это уже уровень развития событий. Да? Получается, здесь достаточно человеку построить все события вокруг собственной жизни на информации. Значит, нужно что сделать? Выделить жизнь, информацию жизни, и все явления реальности как бы центрировать на собственную жизнь. Логически это понятно, хотя это не такая прямая логика, да, а как бы более аналитическая логика, так скажем. Но тем не менее, как только мы, значит, все, что в мире существует, мы начинаем выводить в проекционном уровне на жизнь, то жизнь сама по себе попадает в центр мироздания тогда уже. Значит, наша задача всего лишь навсего ну, как бы начинать правильно проецировать.
То есть выбрать последовательность, выбрать задачи. Например, там задача макроспасения — это та задача, которая существует всегда, и только через нее можно даже хотя бы начать эту работу. То есть можно знать, но реально выйти в такое управление можно только через макроспасение, например, ну и так далее. Значит, и когда жизнь — это тоже есть макроспасение, то есть ваша личная жизнь — это спасение всех. Если вы сделаете ее быстрее и вечной, то, получается, вы всех быстрее спасете. И получается, что здесь вот этот уровень как бы перехода, уровень управления, скажем так, бесконечной области от вашей личной жизни, это уже уровень тот, что если, например, отслеживать некие там флуктуации, некие системы напряжения в развитии жизни, можно научиться, например, там, не отдыхая или там как-то минимизируя питание там, и так далее. В перспективе там все равно люди должны, значит, сделать управление за счет системы мышления. То есть питание — это уже будет другой момент управления, который со временем все равно люди должны создавать будут за счет мышления вот эти вот продукты, так скажем, поглощения, да, которые вызывает то, что называется питание. То есть какая разница, можно съесть, а можно взять и управлением создать эту материю. То вот здесь вот получается, что переход на уровень жизни, то есть там, например, в далеком, может быть, не очень, кстати, далеком, получается по логике, в будущем, когда человек создает элемент реальности у себя, да, внутри, и ему не нужно, например, там в такой степени питания, или, может быть, он вообще может без питания, без воды находиться. И тогда получается, что он начинает, значит, именно человек начинает видеть, каким образом вот эти вот системы, ну, как бы, многих конвертаций, да, реальности, где вот эти вот уровни центрирования, уровни различных центральных элементов, они начинают сами по себе уже в будущем, когда вы находите несколько свойств централизованных, так скажем, объектов информации, я что делаю? Я всего лишь навсего беру и как бы увеличиваю смысл как бы одного уровня управления, то есть усиливаю, делаю его более центральным для восприятия. Если вот множество таких элементов найти в реальности, то получится, что вы имеете, по сути, такой уровень управления, что помочь там любому другому человеку там, в какое-то бесконечное свое будущее уже сейчас текущим действием вполне можно достаточно часто даже просто. Да? То есть если для вашего бесконечного будущего достаточно выделить фрагменты положительных событий и свет из них вывести на себя, тогда все в промежутке будет, да, нормально. А другому человеку помочь можно аналогично, просто надо работать в другой как бы системе координатной. Где-то рядом, там, ну, находить, для каждого человека есть своя система управления. И если вы, например, управляете через большую динамику, то есть, ну, как бы мгновенно промысливая какие-то системы, то есть вы стараетесь, значит, сделать управление быстрым там, и так далее, то, в принципе, здесь аналогия такая же. Насколько вы успеваете по скорости проработать, настолько и происходит управление. Но ничего так особого в плане отличия от индивидуального управления нет, если даже вы работаете с большим количеством людей. Просто здесь в помощи другим людям нужно просто найти, значит, ну, каким образом вы, в принципе, начинаете делать как бы одновременно и периферическое, и центральное управление, и делать так, чтобы свойства периферического и центрального управления были одинаковые. Да? Тогда получается, какая вам разница, что вы работаете с одним человеком, что вы работаете там, с миллионами, миллиардами людей, потому что при одинаковых свойствах вы даете однотипное управление во всей системе. То есть стоит вам только как можно больше областей процентрировать, тем ярче и централизованнее становится распространение ваших знаний. То, что и нужно Богу, умение ваши все позитивные знания направить на систему именно макроспасения, чтобы и вы достигали цели как можно быстрее, да, точнее и, вообще говоря, обязательно
достигли цели, так и другие люди быстро у вас этому научились. На этом я сегодняшний семинар заканчиваю. Спасибо большое за внимание.